Она всю жизнь жила с мыслью, что украла чужого ребенка. 20 лет тайна жгла ее изнутри, превращая каждый день в испытание. Но в конце, когда правда наконец прозвучала, она поняла, это не она спасла его от чужой судьбы, а он спас ее от пустоты, одиночества и страха. И именно этот чужой ребенок стал ее единственной настоящей семьей и ее настоящим чудом. Не пропустите новые истории, жмите подписку и делитесь в комментариях, что почувствовали вы. Зал гудел, словно улей. Аплодисменты сливались в гул, вспышки камер мелькали то тут, то там, а над всем этим стоял запах цветов и парфюма. Она сидела в третьем ряду, аккуратно сложив руки на коленях, и старалась дышать ровно. Но глаза ее не могли оторваться от сцены. Там, на самом краю освещенной лампами трибуны, стоял ее сын. Высокий, подтянутый, с лентой отличника через плечо и таким выражением лица, будто весь мир отныне принадлежал ему. Когда ведущий произнес его имя, зал будто взорвался. Люди вставали, хлопали, кто-то кричал, кто-то свистел. А у нее сердце остановилось на миг. Она хлопала сильнее всех, ладони горели, но это не имело значения. Она знала, сейчас аплодирует не только сыну, но и самой себе. Потому что этот день — ее победа. Она вспоминала, как держала его за руку по дороге в 1 класс. Как ночами сидела рядом с ним над учебниками, объясняя математику и английский. Как собирала последние деньги на книги и кружки. Все, что было в ее жизни, она вложила в него. И теперь, глядя на юношу на сцене, она понимала, это того стоило. Сын улыбался, принимал диплом, крепко жал руку декану. И в этот миг она ощутила странное, он стал взрослым. Не мальчиком, не подростком, а мужчиной, готовым идти дальше без нее. И вместе с гордостью в груди разлилась тянущая пустота. Сразу за ее спиной сидел муж. Его руки были скрещены на груди, лицо каменное. Он даже не улыбнулся. Хлопал вяло, будто выполнял формальность. Для него это не было праздником. Для него это был лишь еще один день, от которого нужно было отбыть положенные часы. И она знала, почему. Он никогда не считал этого мальчика своим сыном. Никогда. За 20 лет совместной жизни он так и не нашел в себе тепла, чтобы хотя бы раз обнять его искренне. Он терпел, жил рядом, но в его сердце для мальчика места не было. И это была рана, которая не заживала годами. Она вспомнила, как пыталась строить мосты. Как уговаривала себя, он привыкнет. Он полюбит. Надо просто подождать. Но годы шли, а между ними только росла пропасть. Муж все чаще уходил по делам, возвращался поздно, приносил запах чужих духов. А она делала вид, что не замечает. Потому что боялась остаться одна. Но теперь это больше не имело смысла. Через неделю они встретятся в суде. 20 лет совместной жизни растворятся в нескольких листах бумаги, в сухих словах судьи. 20 лет надежд, молчания и обид превратятся в формальность. Ирония была жестокой, когда сын обретал будущее, ее собственная жизнь рушилась. Аплодисменты стихли, выпускники вышли во двор. Воздух был свежий, пахло сиренью и влажной травой. Люди фотографировались, смеялись, дарили букеты. И вдруг ее сын, сияющий, раскрасневшийся, подбежал и обнял ее так крепко, что у нее перехватило дыхание. Она вцепилась в него, закрыла глаза и вдохнула запах его волос, как делала много лет назад, когда он еще был ребенком. «Мам, мы сделали это», — выдохнул он, прижимаясь к ней. И в эти секунды она поняла, ради него стоило пройти все. Ради него стоило терпеть унижение, одиночество, равнодушие. Он был ее опорой, ее оправданием, ее счастьем. Но когда она открыла глаза, то увидела мужа. Он стоял чуть в стороне, с руками в карманах, и смотрел на них холодным, чужим взглядом. И тогда все стало окончательно ясно. Их история закончена. Ничего больше нет, кроме этой пустоты между ними. Она вдруг вспомнила себя молодой. Как верила,
что любовь спасет, что семья — это святое. Как строила дом, мыла полы, гладила рубашки, надеялась, что он однажды посмотрит на нее по-другому. Но теперь поняла, она все это время обманывала сама себя. И в этой боли неожиданно вспыхнула искра. Если один этап жизни завершился, значит, впереди может начаться другой. Она больше не хотела держаться за то, что умерло давно. Больше не хотела умолять, ждать, оправдываться. Сын держал ее за руку, смеялся, рассказывал что-то о планах на будущее. А она слушала его голос и впервые за много лет ощущала внутри легкость. Мир вокруг будто говорил ей: все только начинается. И пусть впереди было много неизвестности, пусть ей предстояло потерять привычное, но в душе прозвучало тихое, но уверенное слово — свобода. Она всегда помнила тот день так, будто он выжжен в ее памяти огнем. Ей было 17. Девочка из тихой семьи, где все строилось на правилах. Мама — учительница в детском саду, папа — бухгалтер. В доме пахло супом и свежевыстиранным бельем, вечерами слышался шорох газет и глухой голос телевизора. У нее были хорошие оценки, послушный характер и ясное будущее, которое родители уже расписали наперед. Институт, приличная работа, брак с достойным человеком. Но тогда появился он. Данил. На пару лет старше, с дерзкой улыбкой и взглядом, от которого у нее перехватывало дыхание. Он жил другой жизнью, шумной, рискованной, полной уличных компаний и ночных прогулок. В его волосах всегда пахло табаком и свободой. Он смеялся громко, говорил прямо, а когда смотрел на нее, казалось, что весь мир вокруг исчезал. И именно это ее пугало и манило одновременно. С ним она чувствовала себя живой. Настоящей. Не прилежной девочкой из правильной семьи, а девушкой, которую любят так, будто без нее нельзя дышать. Они встречались украдкой, на заброшенном стадионе, у гаражей, на лестничной площадке чужого подъезда. Она возвращалась домой поздно, стараясь не встретиться с отцом взглядом, чтобы не выдать себя. Мама иногда спрашивала, почему глаза сияют. И она только отмахивалась. Однажды все оборвалось. Она пришла к Данилу вечером, как всегда. Но за гаражами их подстерегли. Парень из другой компании перегородил ей дорогу. В его взгляде было слишком много злобы, и она замерла. Сердце ухнуло вниз, когда он шагнул ближе. И вдруг из темноты выскочил Данил. Он бросился на того парня, не думая ни секунды. Она успела увидеть блеск ножа, услышать треск ломающейся руки и глухой удар. Тот упал и больше не поднялся. Все произошло слишком быстро, и она закричала. Потом была милиция. Разбирательство. Превышение самообороны, так сказали. Но все знали, мальчишке села улицы пощады не будет. Суд был коротким и жестким. Данила увели за решетку, и дверь захлопнулась навсегда. Ей тогда казалось, что вместе с ним закрыли и ее сердце. Она осталась одна. И только через пару недель поняла, что носит его ребенка. Беременность для нее была как приговор. Родители об этом не знали. Она скрывала живот свободными платьями, голодала, чтобы казаться худее. По ночам плакала в подушку, шептала имя Данила и писала ему письма. В каждом ее страх, ее надежда, ее любовь. Иногда приходили ответы. Короткие, неуклюжие, написанные простым карандашом на линованной бумаге. «Считай дни до моей свободы, береги ребенка, живи ради нас обоих». Он ни разу не написал о том, что с ним происходит там, за решеткой. Словно хотел защитить ее даже оттуда. Она жила, как на пороховой бочке. Днем училась, зубрила английскую грамматику и литературу, потому что впереди были вступительные экзамены. А ночью обнимала подушку и чувствовала, как под сердцем шевелится жизнь. Никто не знал. Даже лучшая подруга. Это был ее страшный секрет. Каждое зеркало стало врагом. Каждый взгляд соседки — угрозой. Она боялась, что слухи дойдут до родителей. Ведь для них позор был хуже смерти. Что люди скажут? Эта фраза звучала в ее доме чаще, чем слова любви. Она думала,
Вот сдам экзамены, уеду в город, и там будет легче. Там никто ее не знает. Там можно спрятаться. Но жизнь распорядилась иначе. Однажды вечером, когда она сидела над тетрадями, вдруг почувствовала резкую боль. Живот сковало, мир поплыл перед глазами. Она встала, вышла в коридор, и в тот же миг по полу потекла алая лужа. Старшекурсник, проходивший мимо, закричал: «Она рожает!» И все завертелось. Ее везли в карете скорой, стены дрожали, врачи что-то кричали друг другу. Она только шептала: «Рано, еще рано», но никто не слушал. Больница встретила ее запахом хлорки и серыми стенами. Это не был уютный роддом. Это был приют для таких, как она, девчонок без мужей, без документов, без поддержки. Никто не гладил ее по руке, никто не ждал под дверью. Только холодные руки медсестер и свет ламп под потолком. И там, в этой больнице, ее жизнь изменилась навсегда. Она кричала от боли, и в каждом крике слышалось отчаяние. Она звала Данила, но его не было рядом. Он сидел в тюрьме, а она рождала его ребенка одна. И в ту ночь, когда в палате пахло кровью и потом, когда стены дрожали от ее криков, она впервые поняла: все, что было раньше, исчезло. Детство закончилось. На смену ему пришла взрослая жизнь, страшная, тяжелая, полная секретов и боли. Ей казалось, что дальше идти уже некуда. Но впереди ее ждал еще более страшный выбор. Коридоры той больницы казались бесконечными. Стены, желтые, с облупившейся краской, потолочные лампы мигали, будто собирались погаснуть. В воздухе стоял густой запах хлорки, смешанный с чем-то кислым, едким, и от этого хотелось закрыть глаза и исчезнуть. Ее вкатили в палату, на старой каталке, и оставили на скрипучей кровати. Вокруг все было чужим и враждебным. Боль накатывала волнами, безжалостная, рвущая тело изнутри. Она вцепилась в простыню, тонкую и жесткую, и думала только об одном: лишь бы сын закричал, лишь бы он выжил. Где-то рядом слышались голоса медсестер, равнодушные, усталые. Для них это была обычная ночь, такие девчонки здесь появлялись десятками. Никто не гладил ее по волосам, никто не шептал «держись». В соседней кровати лежала другая девушка, совсем не похожая на нее. Волосы густые, золотистые, лицо надменно красивое, словно с обложки журнала. Но глаза холодные, уставшие. Она закурила бы прямо сейчас, если бы врачи позволили. Ее звали Вика. «Меня родители сюда спихнули», — усмехнулась она сквозь зубы. Дали чемодан денег и сказали: «Возвращайся, когда проблема решится». Она говорила громко, почти вызывающе. Смеялась над медсестрами, жаловалась на одеяло, называла себя заключенной. В ее голосе слышался цинизм, но где-то под ним пряталась боль. Она не хотела ребенка. Для нее это был груз, от которого нужно избавиться, чтобы снова вернуться к своим вечеринкам и поездкам. Боль усиливалась. Девушка закрыла глаза и закричала, но никто не спешил на помощь. Часы тянулись вечностью. Мир сжался до одной мысли: только бы он закричал. Только бы жил. А потом все стихло. Слишком резко. Она услышала тишину там, где должен был прозвучать первый крик. Врач что-то шепнул медсестре. Та кивнула и отвернулась. И тогда до нее дошло. Нет, ее голос сорвался. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь», но никто не сделал. Ребенок не дышал. Она чувствовала, как вместе с ним умирает и часть ее. Слезы текли по лицу, губы шептали слова извинений. «Прости, что не смогла. Прости». Тело ее сына положили в холодную колыбель у стены. Вдалеке слышалось размеренное тиканье часов, и каждая тик будто резала по сердцу. В тот момент заговорила Вика. Ее ребенок родился чуть раньше, крепкий мальчишка, закричавший так громко, что вся палата наполнилась его голосом. Теперь он лежал рядом с ней, розовый, живой. «Смотри», — сказала Вика, повернувшись к ней. «У тебя ведь все равно нет поддержки. Родители тебя только проклянут, если узнают. Никто не ждет тебя за дверью. А мой сын, он мне не нужен.
Она обернулась медленно, не сразу понимая, что та сказала. «Что?» «Забери его», — Вика повторила спокойно, как будто речь шла о платье или ненужной сумке. «Моим родителям проще поверить, что он умер. Они этого и хотят. А ты хотя бы будешь не одна». Она замотала головой, губы дрожали. «Это безумие. Нельзя так». «Можно», — холодно перебила та. «Здесь всем плевать. Никто не проверяет. Видишь?» Она кивнула на медсестру, дремавшую в коридоре. «Никто даже не заметит». Слова падали, как камни. В груди все рвалось на части. Ее малыш лежал мертвый в холодной колыбели. А рядом кричал чужой мальчик, живой, теплый. И мысль, что она уйдет отсюда с пустыми руками, была невыносима. Она подошла к колыбели своего сына, склонилась и прошептала: «Прости меня. Я всегда буду помнить тебя. Всегда». Слезы капали на белую ткань. Потом дрожащими руками она дотронулась до младенца Вики. Его крохотные пальчики обхватили ее палец, и от этого прикосновения мир перевернулся. Тепло, жизнь, дыхание — все то, чего так не хватало ее ребенку. «Возьми его», — повторила Вика. «Никто не узнает». И она взяла. В тот миг ее сердце разорвалось и срослось заново. Она знала, что совершает грех, что впереди ее ждет жизнь во лжи. Но выбор был сделан. Она не могла уйти в пустоту. Утром пришла медсестра, сонная и равнодушная. Документы оформили быстро. Имя матери вписали, ее. Вика молча расписалась в нужной графе. Все произошло так просто, будто речь шла не о судьбах людей, а о скучных бумагах. Когда она вышла из больницы, на руках у нее спал ребенок. Маленький, чужой и в то же время уже родной. Она назвала его Мишей. И с этого мгновения началась новая жизнь, жизнь, которую она никогда не планировала, жизнь, построенная на тайне, которую нельзя было раскрыть. И пока она шла по улицам, пряча лицо от прохожих, в ее груди жгло чувство, которое было сильнее страха, сильнее вины. Это было материнство. Настоящее, безусловное. Она знала, назад дороги нет. Она встретила его не на танцах и не на празднике, а в самой обыденной ситуации. Вечером во дворе соседний дом загорелся, и на место приехали пожарные. Она тогда вышла с коляской, Мише было чуть больше года, и стояла в стороне, прижимая малыша к себе, пока мужчины в форме бегали с рукавами, кричали, раздавали команды. Среди них выделялся один. Высокий, плечистый, с резким, спокойным взглядом. Он работал уверенно, будто все вокруг, под его контролем. Позже они разговорились. Его звали Олег. В нем было что-то такое, чего ей всегда не хватало рядом с людьми — твердость. Он говорил спокойно, сдержанно, почти холодно, но в его голосе слышалась уверенность. Для девушки, которая уже успела потерять все, это звучало как обещание. Они встретились еще несколько раз. Он провожал ее до дома, помогал донести сумки. Не говорил комплиментов, не пытался ухаживать, просто был рядом. И однажды вечером, когда они сидели на скамейке возле подъезда, он сказал то, что перевернуло ее жизнь. «Послушай», — начал он, глядя прямо в глаза, — «я не буду врать. Я не полюблю твоего сына как родного. Но я могу обеспечить вам обоим крышу над головой и спокойствие. Я буду рядом. Я возьму на себя ответственность». Эти слова прозвучали слишком сухо для признания, но именно в этом и было странное утешение. Никаких иллюзий, никаких пустых обещаний. Чистый расчет. Она кивнула. Тогда ей казалось, что выбора у нее нет. С маленьким ребенком и без поддержки семьи любая стабильность выглядела как спасение. Она не мечтала о романтике, только о том, чтобы у ее мальчика было детство, не похожее на ее собственное одиночество. Свадьба прошла скромно. Без белого платья, без слез радости родителей. Были свидетели, фотограф с дешевой камерой и пара тостов в кафе за углом. Но она все равно улыбалась, ей казалось, что теперь начнется нормальная жизнь. Они жили вместе.
Он действительно обеспечивал дом, приносил зарплату, покупал продукты, иногда дарил подарки. Не избивал, не оскорблял, но и не любил. В их браке не было тепла. Было соседство. Будто они заключили договор. Он приносит деньги, она держит дом в порядке и заботится о ребенке. С годами она пыталась построить что-то большее. Она ждала, что время растопит лед, что он посмотрит на Мишу и хотя бы чуть-чуть увидит в нем сына. Но все было напрасно. Олег держал дистанцию, словно боялся прикасаться к чужой жизни. Они пытались завести ребенка вместе. Годы походов по врачам, обследования, лекарства. Каждый месяц — надежда, каждый раз — разочарование. Физиологически все в порядке, говорили врачи. Но ничего не получалось. Она плакала ночами, а он только отмахивался. Не судьба. Постепенно в доме поселилась тишина. Разговоры свелись к бытовым мелочам. Купи хлеб, забери белье, звонили из ЖЭКа. Она пыталась оживить их жизнь, готовила ужины, предлагала сходить в кино. Но он все чаще задерживался на работе. А потом она узнала. Сначала случайно, запах чужих духов на рубашке, забытый чек из ресторана. Потом уже открыто, другая женщина. И не только женщина, ребенок. У него появилась вторая семья. Там, где он смеялся, шутил, был нежным, все то, чего она никогда не видела в нем. Странно, но ярости не было. Только усталость. Словно она все это время знала, что так и будет. Будто их союз изначально был построен на песке. Она все больше уходила в работу. Сначала подрабатывала репетитором английского школьникам. Потом о ней заговорили, та самая учительница, которая за год поднимет любого. К ней шли родители, студенты, даже бизнесмены. Денег много не было, но хватало, чтобы купить Мише книги, оплатить кружки, отправить в лагерь. Все, что она могла дать сыну, она давала. Он рос, и она жила только ради него. Вечером проверяла уроки, слушала его рассказы, радовалась его успехам. Когда он приносил домой грамоты и дипломы, ее сердце пело. Она знала, он будет другим. Его жизнь не будет похожа на ее. Олег оставался рядом, но все реже пересекался с ними. Он жил будто параллельно, уходил утром, возвращался поздно вечером. Между ними давно не было ни разговоров, ни попыток сблизиться. Только стены и мебель, которые связывали их как семью. Иногда она смотрела на него и думала: мы чужие. И страшнее всего было то, что он не пытался это изменить. Его все устраивало. Один дом для официальной семьи, другой для настоящей. Она перестала бороться. Перестала ждать. Перестала надеяться. И все, что у нее осталось, был сын. Его улыбка, его смех, его вера в нее. Он был единственной причиной вставать по утрам и возвращаться домой вечером. Он был ее настоящей любовью. И именно тогда она поняла, ее брак — это не союз. Это сделка. Сделка, за которую она заплатила своей молодостью, своими мечтами и годами, которые никогда не вернуть. Здание суда выглядело обыденно. Серые стены, скрипучие двери, запах старых бумаг и дешевого кофе из автомата. Но для нее оно было как каменный приговор. Она шагала по коридору, ощущая, что с каждым шагом теряет остатки своей прошлой жизни. В руках маленькая папка с документами, а в сердце пустота. Она знала, что этот день настанет. Но не думала, что будет так больно. 20 лет брака должны были хоть что-то значить, хотя бы уважение. Но муж сидел за столом в зале суда так, будто это деловая встреча. Рядом его адвокат, холодная женщина в дорогом костюме, с блестящей ручкой, которой она постукивала по столу. Судья начал формальности. Фразы звучали сухо: расторжение брака, имущество, определение сроков. Она почти не слушала. До тех пор, пока не услышала самое главное. Адвокат мужа подняла лист с печатями и сказала четко, с нажимом: квартира, в которой проживали стороны, юридически не принадлежала ответчику. Она оформлена на его мать. В связи с этим истице не остается права на жилье.
Эти слова ударили сильнее, чем пощечина. Она не сразу поняла. В ушах зашумело. Получалось, что все эти годы она жила в доме, который никогда не был ее. Она стирала там занавески, мыла полы, отмечала праздники, смотрела, как ее сын делает первые шаги. И все это время квартира принадлежала другой женщине, свекрови. «Вы должны будете освободить жилье в течение месяца», — продолжила адвокат. «Это решение окончательное». Она повернулась к мужу, ища хоть какой-то намек на сожаление. Но он сидел неподвижно, лицо каменное. И только когда заметил ее взгляд, произнес тихо, но отчетливо: «Не усложняй. Так будет лучше для всех». «Для всех? Для кого?» «Не для нее. Не для их сына. Для него. Ему так проще избавиться от жены, оставить себе вторую семью, новую жизнь». Судья стукнул молотком. Все было решено. 20 лет брака превратились в строчку в документе, и в равнодушное дело закрыто. Она сидела, не двигаясь. Внутри не осталось сил плакать. Слезы будто высохли еще раньше. Только пустота. Все, что было ее опорой, исчезло. Дом, в котором она столько лет держалась, больше не ее. Муж — предатель. Брак — фикция. Она вышла из зала, и холодный воздух ударил в лицо. Казалось, что даже солнце обожгло сильнее, чем нужно. Она остановилась на ступенях и впервые за долгие годы почувствовала, как внутри что-то меняется. Сначала пришел страх. Где мы будем жить? Как я справлюсь? Но за страхом родилось другое. Решимость. Она подумала: если у меня больше нет ничего, кроме сына, значит, мне нечего терять. Я больше не должна молчать, больше не обязана играть в семью. Я могу говорить правду. Могу жить, как хочу. В ее голове вспыхнули воспоминания. О той ночи в больнице, о мертвом ребенке и о другом мальчике, которого она прижала к груди, решив назвать своим. Тайна, которую она носила 20 лет, давила как камень. И вдруг стало ясно: эта тайна больше не может быть цепью. Она шла по улице, мимо людей, которые смеялись, спешили, не подозревая, что у нее рушится целый мир. Но шаг ее был уже другим, твердым. Она не знала еще, что именно сделает. Но впервые за долгие годы в ее душе появилось странное чувство. Свобода. Да, впереди было пусто, страшно, неизвестно. Но впервые она не ощущала себя пленницей. И пусть у нее не осталось квартиры, не осталось мужа, даже уверенности в завтрашнем дне. У нее был сын. Единственный настоящий смысл. А значит, она выдержит. И, возможно, впервые начнет жить не по чужим правилам, а по своим. Она узнала ее не сразу. Прошло слишком много лет, и лица из прошлого обычно стираются, расплываются в памяти. Но эта встреча словно ударила током. Теплый летний день, маленькое уличное кафе, где пахло кофе и пирожками с вишней. Она зашла туда случайно, укрыться от жары, отдышаться. Села за столик у окна и вдруг заметила женщину у самого края зала. На ней был легкий платок, завязанный поверх головы. Руки, тонкие, почти прозрачные, пальцы дрожали, когда она держала чашку. Глаза запали, но в них по-прежнему светилось что-то узнаваемое. И сердце героини сжалось. «Вика!» — вырвалось у нее. Женщина подняла глаза. На секунду в них мелькнуло недоумение, потом узнавание. И улыбка. Улыбка усталого человека, который уже не ждет чудес. Вот уж не думала, ее голос стал хриплым, низким. Что судьба еще раз сведет нас. Они сидели друг напротив друга и какое-то время молчали. Официантка поставила чашки на стол, ушла, а они только смотрели друг на друга, как две тени прошлого. «Ты изменилась», — сказала Вика. Стала серьезнее. Впрочем, неудивительно. «Жизнь тебя погоняла, да?» Она кивнула. В горле застрял ком. Как сказать? Что она 20 лет прожила с чужим ребенком на руках, любила его больше жизни и каждую ночь боялась, что правда когда-нибудь вырвется наружу. Но Вика будто все знала сама. «Я за ним следила», — вдруг призналась она.
За вашим Мишей. Не подходила близко, не мешала, но знала. Видела его фотографии на школьных стендах. Слышала, как его хвалят учителя. Потом узнала, что он поступил в университет. Она замолчала, сделала глоток и закашлялась. Руки дрожали сильнее. «У меня рак», — сказала спокойно, словно говорила о дожде. «Денег много, врачей много, но толку мало. Все это время я жила так, как хотела. Путешествия, клубы, компании. А счастья не было. Знаешь почему? Потому что я тогда отказалась от него». Она посмотрела прямо в глаза героиня, и та почувствовала, как сердце сжимается в груди. «Ты была настоящей матерью», — тихо произнесла Вика. «Неважно, чья кровь течет в его жилах. Ты растила, ты ночами не спала, ты берегла его. Я никогда не смогла бы». Слезы подступили к глазам. Она хотела возразить: «Но я украла у тебя сына». Хотела признаться, что все эти годы жила с чувством вины. Но Вика подняла ладонь и остановила ее. «Не говори ничего. Я сама сделала этот выбор. Я предложила, ты согласилась. И теперь, глядя на то, кем он стал, я понимаю, иначе и быть не могло». Наступила пауза. На улице смеялись дети, стучали каблуки прохожих, звенели ложки о стаканы. Мир жил своей жизнью, а за этим столиком две женщины сидели, связанные тайной, которую никто больше не знал. «Я оставлю тебе кое-что», — продолжила Вика, будто заранее подготовила речь. «У меня осталась вилла за границей, счета, немного земли. Все оформлено на меня. После моей смерти это перейдет тебе». Героиня замотала головой. «Зачем?» «Я не могу, можешь», — твердо перебила Вика. «Ты должна. Это моя последняя возможность хоть как-то искупить то, что сделала. Пусть у тебя и у него будет то, чего я лишила себя. Дом, будущее». Она схватила ее за руку. Теплые пальцы сжали ее ладонь неожиданно крепко. «Не спорь. Ты заслужила это. Не как женщина, не как бывшая девчонка из палаты, а как мать. Настоящая». Героиня не выдержала и заплакала. Слезы катились по щекам, она шептала «спасибо». Но внутри было все перемешано: благодарность, вина, боль и облегчение. Они сидели еще долго, пока чашки остывали. Вика рассказывала об отце, который умер, о матери, которая так и не простила стыд тех лет. О том, что деньги не спасают, если душа пуста. «Знаешь, что я поняла?» Вдруг спросила она. «Мы обе потеряли тогда что-то важное. Я — возможность быть матерью. Ты — спокойствие. Но зато он получил жизнь. Настоящую». Они простились у дверей кафе. Вика задержала ее взглядом, улыбнулась так, будто хотела оставить это выражение в памяти навсегда. «Не вини себя больше», — сказала напоследок. Все произошло правильно. Через несколько месяцев пришла весть. Вика умерла. Некролог в газете был коротким, без деталей. Но вскоре ее вызвал адвокат. В руках он держал папку с документами, в которых было написано имя героини. Вилла, счета, наследство — все действительно перешло к ней. Она сидела дома, держа эти бумаги, и плакала. Не от радости и не от жадности, а от того, что все замкнулось в круг. Их встреча была не случайной. Это было прощание. И прощение. В тот момент она впервые за 20 лет почувствовала: камень, который давил на сердце, стал чуть легче. Вечер выдался тихим. За окнами плыл легкий дождь, капли барабанили по стеклу, и этот звук только усиливал ее волнение. Она ходила по комнате, то садилась, то вставала снова. На столе лежали бумаги, наследство от Вики, ее слова, что прозвучали как приговор и как прощение одновременно. Но сейчас главным было другое. Она знала, пора рассказать сыну правду. Миша вернулся поздно, с пакетом продуктов. Он улыбался, снял куртку, поставил пакеты на стол и принялся раскладывать яблоки и хлеб. Она смотрела на него и чувствовала, как ком подступает к горлу. Ее мальчик.
Высокий, уверенный, взрослый. Но для нее он все равно оставался тем самым ребенком, которого она держала на руках в ту страшную ночь. «Мам, ты чего такая?» Заметил он ее напряжение. «Что-то случилось?» Она села за стол, пригласила его жестом. Сердце колотилось так, что казалось, он услышит. «Миша, нам нужно поговорить». Он нахмурился, но сел напротив, подперев голову рукой. «Я давно должна была сказать тебе правду». Голос дрожал, и она прижала ладони к коленям, чтобы хоть как-то справиться с волнением. «Но я боялась. Боялась потерять тебя». Он смотрел внимательно, но без раздражения. Только серьезность в глазах. «Мам, говори». Она набрала воздуха, и слова, которые столько лет держала в себе, вырвались, словно прорвало плотину. Она рассказала все. О том, как в 17 лет влюбилась в Данила, как он оказался в тюрьме, как она осталась беременной. О той ночи в облезлой больнице. О том, что ее ребенок родился мертвым. Слезы душили, голос прерывался, но она продолжала. О Вике, богатой девчонке, которая не хотела своего сына. О том, как они обменялись колыбелями. О том, как она вышла оттуда с живым младенцем, хотя ее собственный малыш остался холодным и бездыханным. «Ты был не моим ребенком по крови», — прошептала она, закрыв лицо руками. «Но ты стал моим. Я любила тебя всем сердцем. Все, что у меня было, я отдала тебе. Каждый день я боялась, что правда откроется, что ты возненавидишь меня». Наступила тишина. Тянулась вечность. Она боялась поднять глаза. Боялась увидеть в его взгляде ужас или ненависть. Но вдруг услышала движение. Миша встал, обошел стол и опустился рядом с ней на колени. Его руки обняли ее крепко, так, как он делал в детстве, когда боялся грозы. «Мам», его голос был тихим, но твердым. «Ты всегда была моей мамой. Всегда». Она подняла голову и увидела его глаза, полные решимости и нежности. «Какая разница, чья кровь во мне? Ты меня растила. Ты учила меня. Ты держала за руку, когда я падал. Ты — мама. И никакая правда этого не изменит». Она разрыдалась, уткнувшись ему в плечо. Слезы текли свободно, облегчая тяжесть, которую она носила 20 лет. «Прости меня», — повторяла она снова и снова. «Прости, что молчала». Он только покачал головой. «Тебе не за что просить прощения. Ты дала мне жизнь. Ты дала мне любовь. Это важнее всего». Они долго сидели так, обнявшись. В ее сердце постепенно рождалось новое чувство. Там, где раньше был страх, теперь появлялась свобода. Тайна больше не давила. Между ними больше не было стены. Она смотрела на него и думала, он стал мужчиной. Сильным, добрым, благодарным. И это было главным доказательством того, что ее выбор тогда, в ту страшную ночь, был не зря. Когда слезы немного утихли, Миша поднялся, налил воды, поставил перед ней стакан. «Знаешь, мам», — сказал он, улыбаясь, — «я всегда чувствовал, что у нас какая-то особенная связь. Теперь я понимаю, почему. Ты боролась ради меня. И теперь моя очередь бороться ради тебя». Ее губы дрожали, но на этот раз от улыбки. Она впервые за многие годы ощутила настоящее облегчение. Ночь они провели в разговорах. Она делилась воспоминаниями о молодости, о Даниле, о том, как трудно было скрывать беременность. Он слушал, не перебивая, и в его глазах не было ни осуждения, ни боли. Только любовь и уважение. Под утро, когда первые лучи рассвета заглянули в окно, она подумала, тяжелый камень, который она носила 20 лет, наконец упал. И на его месте осталось место для света. Теперь у нее не было страха. Теперь у нее была правда. А вместе с ней сын, который принял ее полностью. И в этом принятии был не конец, а начало. Новая жизнь, свободная от тайн. Она никогда не думала, что сможет снова смеяться без тяжести в груди. Но жизнь удивила ее. Все изменилось с тех пор, как она решилась рассказать сыну правду. Страхи, что душили долгие годы,
исчезли, будто растворились в воздухе. На их месте появилась легкость, которую она давно забыла. Миша вырос. Он окреп не только как мужчина, но и как человек, который умел любить и заботиться. Он нашел девушку, скромную, но удивительно теплую и преданную. Звали ее Аня. Когда Миша впервые привел ее домой, она смутилась, улыбнулась и помогла накрыть на стол, будто была частью семьи с самого начала. И уже тогда героиня поняла, рядом с этой девушкой ее сын будет счастлив. Свадьба была скромной, но светлой. Без роскоши, зато с душой. Они венчались в маленькой церкви у реки. Солнечные лучи пробивались сквозь витражи и ложились золотыми пятнами на лица молодоженов. Миша стоял, слегка дрожащий от волнения, но глаза его сияли, когда он надевал кольцо Аня. А она, сидя на скамье, едва сдерживала слезы. Это были слезы радости. Она чувствовала, теперь сын действительно строит собственную жизнь. Прошло немного времени, и в ее руки легло крошечное чудо — внучка. Девочка с мягкими щечками и ясными глазами. Когда ребенок сжал ее палец крошечной ладошкой, она расплакалась. Перед глазами вдруг встала та ночь в больнице, холодный пустой взгляд мертвого младенца и чужой плач, который стал для нее спасением. Теперь же в ее руках было новое продолжение семьи, и на этот раз никакой лжи, никакого страха. Вскоре пришло время перемен. Бумаги, оставленные Викой, были окончательно оформлены. Дом у моря, о котором героиня даже мечтать не смела, теперь принадлежал им. Белые стены, голубые ставни, сад с жасмином, терраса, с которой открывался вид на бескрайнюю воду. Когда они впервые приехали туда втроем, Миша, Аня, она и младенец на руках, сердце ее сжалось от восторга. «Мам, смотри!» Миша поднял дочь выше, и девочка захохотала, будто понимала, что это ее новый дом. Это теперь наш уголок счастья. И правда, дом наполнился звуками жизни. Утром пахло свежим хлебом и кофе, на кухне звенела посуда, Аня тихо напевала, укачивая малышку. Днем они выходили в сад, и внучка смеялась, тянула руки к цветам, а она показывала ей море, которое переливалось под солнцем. Вечером вся семья собиралась за большим столом. Смех, разговоры, крошки хлеба на скатерти, запах рыбы и вина. Она ловила себя на том, что впервые за многие годы не ждет беды. В ее жизни не было больше ни холодного молчания мужа, ни страха разоблачения. Вместо этого простая, но настоящая радость. А потом появился он. Все случилось почти случайно. Она решила подрабатывать, давала частные уроки английского. В маленьком городке, у моря, слухи распространялись быстро, и однажды к ней постучался мужчина. Его звали Сергей. Он был не молод, лет за 50, с резкими чертами лица и рубцами на щеке, память о пожаре, как он позже рассказал. Когда он улыбался, улыбка выходила неловкой, но теплой. Пришел учить язык, хотел устроиться работать в фирму, связанную с морскими перевозками. Сначала она относилась к нему, как к ученику, исправляла произношение, диктовала слова, терпеливо слушала его ошибки. Но с каждым уроком он открывался. За грубоватой внешностью прятался человек с живой душой. Он смеялся над собой, не стеснялся говорить: «Не понимаю, объясни еще раз». И в его глазах было то, что напоминало ей Данила, первого, единственного, горячего. Но вместе с тем в Сергее не было юношеской дерзости. Он был зрелым, спокойным, надежным. Однажды после занятия он задержался у двери. Долго молчал, а потом сказал: «Ты смотришь на меня так, будто уже знаешь, что я за человек». Она улыбнулась печально. «Наверное, жизнь учит». И он кивнул, словно понял все без слов. С того вечера они стали видеться чаще. Сначала прогулки по набережной, потом совместные походы в магазин, помощь по дому. Сергей оказался человеком простым, умел чинить крышу, готовить уху, мог часами рассказывать истории о море. Но главное, он умел слушать. И это было то, чего ей так не хватало. Она боялась влюбиться снова.
Боялась, что это иллюзия, что все разрушится. Но сердце уже жило своей жизнью. Это была не буря, как когда-то. Это было тихое тепло. Не обжигающее, а согревающее. В один из вечеров, когда солнце садилось за море, они сидели на террасе. В доме слышался смех Ани и плач внучки. Сергей посмотрел на нее и сказал: «У тебя удивительная семья. Можно я стану ее частью?» Она молчала, а потом только кивнула. И в груди стало так спокойно, будто этот ответ был написан судьбой заранее. Теперь вечера в доме у моря стали еще теплее. Сергей сидел рядом за ужином, внучка тянулась к нему, Аня улыбалась, а Миша смотрел одобрительно, хотя в его взгляде чувствовалась ревнивая забота. Сын проверял, достоин ли этот мужчина быть рядом с матерью. Она чувствовала, что жизнь подарила ей второй шанс. Там, где раньше были боль и одиночество, теперь были смех, запах жасмина и звук моря за окнами. Она больше не ждала беды, не прятала секретов, не жила в страхе. Она жила по-настоящему. И каждый раз, когда вечером закрывала глаза, она думала: я дошла. Я выдержала. И теперь, наконец, могу быть счастливой. Она сидела на террасе у моря. Вечерний свет окрашивал воду в золотистый оттенок, чайки кричали над берегом, а из дома доносился смех, звонкий, теплый, родной. Смех ее внучки. Этот звук был для нее музыкой, лучшим доказательством того, что жизнь не зря прожита. Она закрыла глаза и на секунду позволила себе вернуться назад, в ту далекую юность. 17 лет. Девочка с косичками, которая боялась родителей, но бежала ночами на свидания с дерзким мальчишкой. В тот момент ей казалось, любовь — это огонь, безрассудный и жгучий. А когда тот огонь оборвался, когда Данила оказался в тюрьме, а ее ребенок не выжил, она думала, что жизнь на этом закончилась. Что впереди нет ничего, кроме тьмы. Но вот прошло больше 30 лет. Она сидела здесь, у моря, окруженная тем, чего тогда не могла даже представить. У нее был сын, не по крови, но по сердцу. Его смех и достижения держали ее на плаву в самые трудные годы. Теперь у нее была внучка, крошечная девочка с глазами, похожими на Мишины, которая уже тянула руки к ней и называла бабушкой. Рядом был мужчина, не первый, не юношеский, но настоящий, тот, с кем спокойно и тепло. Она думала, как странно все складывается. Кровь — это лишь биология. Но семья рождается не в роддоме и не в паспорте. Семья рождается там, где люди выбирают быть рядом, несмотря ни на что. Она выбрала Мишу в ту страшную ночь, когда чужой ребенок прижался к ее пальцам. И с того момента он стал ее вселенной. Он тоже сделал выбор, остался с ней, когда узнал правду. Она улыбнулась, вспомнив его слова: «Ты всегда была моей мамой». Эти слова стоили больше, чем любые документы и родословные. Это была настоящая связь, не в венах, а в сердце. В доме хлопнула дверь, послышались шаги. Сергей вышел на террасу, поставил перед ней чашку чая и сел рядом. Он не задавал лишних вопросов, просто молчал рядом, глядя на море. И в этом молчании было все — поддержка, уважение, доверие. Она посмотрела на него и подумала: когда-то ей казалось, что любовь — это только буря. Но сейчас она знала, настоящая любовь может быть тихой. Она может быть похожа на ровное дыхание рядом ночью, на руку, которая всегда готова поддержать. Внучка выбежала на улицу, радостно запрыгала по плиткам. Миша догнал ее, подхватил на руки, и девочка звонко засмеялась. Аня выглянула в дверях, вытирая руки о фартук, и крикнула: «Осторожнее!». Вся эта картина казалась настолько простой и обыденной, что в груди у нее кольнуло. Когда-то она мечтала хоть о малой толике тепла, а хоть каком-то семейном счастье. А теперь имела все и даже больше. Она вздохнула. Внутри не было больше боли, не было тяжелого камня, который давил 20 лет. Осталась благодарность. За то, что выдержала. За то, что не опустила руки. За то, что смогла любить, даже тогда, когда любовь казалась грехом. О чем думаешь?
— тихо спросил Сергей, обнимая ее за плечи. «О том, что в 17 лет я решила, моя жизнь закончилась», — ответила она, глядя вдаль. А оказалось, что все только начиналось. Он кивнул, не споря. И ей было достаточно этого кивка. Море шумело, внучка смеялась, Миша что-то рассказывал Аня, а она сидела и понимала, вот он, ее дом. Настоящий. Не квартира, купленная на чье-то имя, не брак-фикция, не иллюзия. Настоящий дом, где стены держатся не на цементе, а на смехе, любви и выборе быть вместе. Она вспомнила родителей, их строгие лица, их вечное, что люди скажут. Люди говорили много. Они осуждали, шептались за спиной, сочувствовали или презирали. Но ни один из них не прожил ее жизнь. Ни один из них не знал той боли и того счастья, которые переплелись в ее судьбе. И теперь это уже не имело значения. Она взяла чашку, сделала глоток чая и почувствовала тепло. Ей не нужно было больше ни у кого просить признания. У нее была семья. И эта семья родилась не благодаря крови. Она родилась благодаря ее выбору. Солнце садилось, окрашивая воду в розовое. Она закрыла глаза и подумала, если бы я могла сказать что-то той девочке в 17 лет, я бы сказала, не бойся. Все только начинается. И улыбнулась.